Не люблю, когда я мертвый. Я не люблю, когда я ощущаю, что вот какой-то период жизни я становлюсь мертвым. Это для меня неприемлемо. Я ощущение краткости жизни чувствовал, что жизнь она очень короткая. Но я набрал это тоже через свой опыт. Мы довольно похоже устроены все внутри. Наша эта механика, структура, она похожая. И человек, он находится в своем кругу внутреннем таком. Его окружает не окружение, а его страхи, через которых ему еще надо пройти, чтобы выйти в социум. Как будто мы ставим друг против друга включенные телевизоры, которые играют какой-то там сериал, который не соответствует вообще никакой реальности. И всех видишь большими, потому что ты смотришь на их роли, которые они играют, и ты думаешь, что они такие. Если нас будет смотреть аудитория, то, как ты сказал, у нас уже есть, вот, включается социальная роль. То есть роль, как аудитория считает, что мы должны быть, да, в социуме есть принятые такие силы, да, сильные личности, условно. Им сильнее, по мне, ты становишься, да, внутренне, тем больше опираешься на себя. Когда ты проходишь этот путь через свой страх, ты уже собрал все эти свои части, которые тебе не хватает, чтобы ты был уверенным, а не чувствовал или не чувствовал, а был уверенным, знал, на что ты способен, знал, как мир устроен. Искренность, честность, искренность является как твоим зрением. Привет всем, меня зовут Эдгарс, я бизнесмен. И энтузиаст психологии и самопознавания. Я приехал сегодня в гости к Марату в Армению, чтобы поговорить о наших серьезных и несерьезных делах, которые касаются нас, нашего внутреннего мира, и как это потом выливается наружу, на социальную жизнь, как это связано, как это сделать лучше, качественнее. С Маратом мы познакомились на курсе по коучингу и подружили, потому что мы оба открытые, откровенные, честные люди, и нам нечего скрывать, и интересно познавать себя и других. Так вот. Что ты хотел бы сказать о себе, Марат? Так, привет, Эдгарс, привет всем. Во-первых, спасибо за то, что ты прилетел сюда, в Армению, вот именно для этого подкаста, именно для этой дискуссии или диалога. Я с тобой согласен, с радостью с тобой готов беседовать на глубокие, неглубокие темы, как ты сказал, серьезные, несерьезные, да, насколько для меня лично это возможно. Готов быть, в том числе, для меня одна из важных вещей – это тоже вот искренность. Искренность и не, как ты любишь говорить, да, не падать в роль и сыграть роль, а быть максимально искренним, что достаточно сложно. Вот. Но насколько это возможно, готов от себя вот, инвестировать всю мою искренность, насколько это будет возможно. И думаю, на что-то получится. Отлично. Вот. Может, тогда и поговорим про ролей, как я в последнее время открыл много нового для себя про это, открыл свою роль, какую я играл. И вот как через себя и познал. И почему-то мне кажется, что мы довольно похоже устроены все внутри. Наша эта механика, структура, она похожая. Я вот хотелось бы посмотреть, как у тебя это работает. Уже тоже откликивается это все. И так. Могу тебе рассказать, что я наблюдал. Что в моей теории, как я все это вижу, мы все играем две роли. У нас есть две они. Одна социальная, а другая личная, которая внутри. И одна вытекает из другой, как бы идет. Это внутренняя личная роль, у которой источник
для меня кажется, что является ощущение несправедливости, как это базовое состояние, которое можно испытывать в детстве из-за разных ситуаций, где ты чувствуешь несправедливость. Это не то, что это по умолчанию несправедливость, а ощущение несправедливости. И тогда ты создаешь себе такую роль, где ты какой-то маленький, обиженный, мир большой, ты маленький, ты не можешь там выбирать то, что ты хочешь, не получаешь. И чтобы скрыть это ощущение, что ты маленький, не справляешься, ты себе выстраиваешь социальную роль, чтобы никто другой тебя не смог увидеть. И ты скрываешься за эту роль. Если тебе все важно, ты будешь играть, как будто тебе все безразлично. Если ты внутри слабый, ты будешь играть такую браваду, такую силу будешь проецировать. Но это не будет это. И эти роли у нас как бы мешают выстраивать отношения и взаимодействие друг с другом. Потому что это не позволяет показать себя другому, не позволяет себя увидеть самому себя. И с другой стороны то же самое. Как будто мы ставим друг против друга включенные телевизоры, которые играют какой-то там сериал, который не соответствует вообще никакой реальности. То, что внутри происходит, это совсем другое. Как тебе вот моя такая... Ну, то, что ты сказал, это то, что ты сказал, что у человека есть некая реальность, да, человек живет некой жизнью, но почему-то он решает скрывать это от внешнего мира. Тут самый интересный момент, почему он это делает, вот ради чего это делает, или не ради чего, а зачем. Вот, например, не знаю, у меня условно есть неуверенность. Да, вот прямо сейчас условно у меня есть неуверенность. И что я делаю? Я буду делать вид, как будто я уверенный. Да? Зачем? Вот как ты думаешь, зачем это? Чтобы я не увидел тебя, что ты неуверенный. Зачем? Почему? А что Ты будет? чувствуешь маленьким внутри, других ты всех видишь большими, потому что ты смотришь на их роли, которые они играют, и ты думаешь, что они такие. Тебе кажется, что другие люди, они большие какие-то, умные, которые понимают мир? Прямо сейчас? Ну, вообще, как ты вот К смотришь? сожалению, мне все кажется наоборот маленькими, шучу, не надо идти туда. Вот. Мне кажется, что да, за этим, да, имею в виду не про больших людей, а да, имею в виду за ложью, то есть это ложь, это можем назвать ложью, да, то есть есть некое то, что есть реальность, и есть ложь, то, что мы... Это ты думаешь, называешь ложь то, что ты скрываешь свою неуверенность? Ну, то, что ты скрываешь чем-то, то есть ты показываешь то, чего нету. То есть ты показываесть то, чего нету, чтобы скрыть то, чего есть. То есть есть неуверенность, я показываю уверенность. Так как показываю, значит его нету, да? То есть если я показываю что-то, значит его нет. Ну, ты понимаешь, да, о чем? А у тебя есть ситуации, где ты уверен? У меня есть ситуация, где я уверен? Да. Нет. Нету таких не ситуаций в знаю. жизни? Ну, я шучу, но смотря что мы считаем уверенностью. Ну вот мы сейчас выставляли эту студию. Окей. Ты чувствовал себя уверенным здесь? Ну, уверенность, она не полярная, думаю. Есть неуверенность, есть уверенность, есть то, Ну, что где ты вот двигается. на этой линии, на этом графике Как, находился? смотря когда, оно идет туда-сюда, оно не статичное. У меня сейчас среднее что-то. Да. Вот не то, что я прямо сейчас. Я пока выставлял, я чувствовал себя уверенно. Все, что я вот тут делал, у меня не было никакой неуверенности. Никогда там приезжали, не выставляли ничего. У меня так на данный момент. Ну, знаешь, вот есть камера, да, вот есть камеры, которые нас снимают. Да. Помимо мы сразу уже, смотри, есть камера, сразу уже есть аудитория. То есть мы представляем, что у нас будет там 1000, 2000, не дай бог 2 просто. Один мой друг, один твой друг, условно, посмотрит.
Но если камеру, то подсознательно мы воспринимаем уже то, что там нас будет смотреть аудитория. Если нас будет смотреть аудитория, то, как ты сказал, у нас уже есть, вот, включается социальная роль. То есть роль, как аудитория считает, что мы должны быть. Да, в социуме есть принятые такие силы, да, сильные личности, условно. И мы сразу пытаемся подсознательно. Самое важное по мне, это то, что бессознательно мы заходим в эти роли. Не то, что я тут сижу, думаю, что, сейчас давай покажу себя сильным. А наоборот, этот процесс запускается сам по себе, и думаю, с этим, как решение, если приступить к этому, думаю, с этим нельзя просто так вот силой воли бороться, сказать, нет, я не должен быть неуверен, а просто нужно признать, вот сказать, что сейчас моя уверенность там не зашкаливает, условно, или там она низкая. Как один наш общий знакомый посоветовал, и наблюдать за этим процессом. Это если про решение самой ситуации. Но да, я считаю, что чем социум, он большой. Социум, есть мы, часть социума. Социум, он большой. И с детства, как ты сказал, да, с детства у нас формируется вот такое, скорее всего, у большинства тяга быть частью социума, да, вот тяга прям соответствовать. И в социуме, так как есть эти архетипы или эти роли, вот, да, есть роли, иди сюда, будь этим, будь тем, то мы подсознательно идем туда. И чем сильнее ты становишься, да, внутренне, вот условно, тем больше, по мне, ты осознаешь, тем больше ты можешь не вынужденно, если даже играть, да, в социуме какую-то роль, то это уже не вынужденно. Сейчас, условно, вот если у меня включается какая-то там неискренность, чтобы быть поддельным, показать людям, что я уверенный, да, сейчас это может включаться вынужденно. Но чем сильнее, по мне, ты становишься, да, внутренне, тем больше опираешься на себя, тем искренне ты становишься и не боишься быть тем, кем ты есть. Ты можешь играть роль, но уже не вынужденно. Ты можешь просто там зайти в какую-то роль там осознанно. Смотри, я хотел тебе предложить такой вариант, может тебе понравится. Человек, он находится в своем кругу внутреннем таком. Его окружает не окружение, а его страхи, через которых ему еще надо пройти, чтобы выйти в социум, посмотреть, что там происходит. Он не видит социум, он не видит других людей, он видит свои страхи, с которыми у него на данный момент может не быть каких-то сил, качеств, навыков, смелости, чтобы с ними справиться, бороться и идти туда. Но все равно там надо пройти эти страхи. И тогда ты можешь как выйти в социум и посмотреть. И тут скрывается одна вещь в этом, что если другие тоже самые, вот такие же самые, как ты, если предполагать, что мы похоже устроены, там нюансы и там роли там отличаются или содержание, но структура такая же, тогда получается, что на самом деле никто и тебя не видит, они видят через свой этот страх. И когда ты проходишь этот путь через свой страх, ты уже собрал все эти свои части, которые тебе не хватает, чтобы ты был уверенным, а не чувствовал или не чувствовал, а был уверенным, знал, на что ты способен, знал, как мир устроен. Не то, что ты, неуверенность от того, что ты чего-то не знаешь. Не знаешь, как, если ты что-то сделаешь, какой будет результат, ты не знаешь. А когда ты уже там прошел какой-то путь, ты уже попробовал на своем опыте, что вот я вот сделал вот этот шаг, никуда не провалился, сделал этот шаг, другой, тоже все нормально. И тогда ты приобретаешь такой, истинную такую уверенность, и это как категория просто пропадает. Ты, может, что-то не знаешь, может, что надо тренироваться, но ты внутри себя уже не мучаешься с этим. Ты просто наблюдаешь, что, да, как-то путаешь слова или
или такое. И потом просто посмотреть, что если вот ты не справляешься, тогда и другие то же самое, наверное. Как ты думаешь про эти страхи, про выход в социум, что это на самом деле только ты заглядываешь в свой страх, а не в социум? Как ты думаешь? Да, я думаю, что вообще каждый человек смотрит на все через какую-то призму, свои акценты. То есть, если я прямо сейчас не уверенный, да, условно, что мы приперли к этой неуверенности, но условно, если я боюсь чего-то, то на всех буду смотреть, условно, например, если у меня нету хороших отношений, но я мечтаю, да, но у меня хреново, например, то я буду смотреть на всех людей, какие у них отношения, вот прямо сейчас, смотри, у него хорошо, у него плохо, и акцентировать, мое подсознание будет акцентировать на этом. И, соответственно, да, ты смотришь не на дерево, а смотришь, насколько дерево в хороших отношениях, грубо говоря. Я согласен с этим. Я размышлял на эту тему, почему многие отношения рушатся, почему в мире очень много таких проблем с отношением. И мое мнение в том, что, несмотря на то, что отношения – это отдельная система, да, то есть это не только обе люди, но это еще есть третья система. Но по мне, обычный человек, обычные люди, вот мы рождаемся, да, если осознанно не идем и учимся чему-то, то без опыта, да, у простого человека, обычного, нетренированные, нетренированные, имею в виду в жизненном плане, будут проблемы. Почему проблемы? Потому что простой человек не грамотен в отношении себя. Простой человек не грамотен, не понимает самого себя, чего он хочет. Да? И, соответственно, если есть человек один, который не понимает себя, есть человек два, который не понимает себя, они заходят в сферу, где должны понять друг друга очень хорошо и понять себя, все это вместе. Или прятаться друг от друга, чтобы не увидели. Да, в том числе. Хочу тебя спросить про то, как люди учатся, как ты вот это видишь. Я тоже размышлял на эту тему, и я понял, что мы учимся только у других людей. Есть второй вариант, когда приходит озарение какие-то, что не из этого мира, но в принципе мы учимся у других людей. Там шнурки, ты даже шнурки не знал, что надо завязывать. И как их завязать, ты тоже показывал кто-то тебе. Такую простую вещь, ты вот с этим справился и можешь идти дальше. Но просто другие люди, которые прошли уже этот путь, они нам показывают. Мы, конечно, можем думать, что мы сами учимся. Мы учимся у кого-то, мы смотрим, как другой делает, и если качественный учитель, который уже прошел какой-то путь и собрал свои сокровища, если у него учиться, тогда можно очень быстро ускориться саморазвитие. Как ты на это смотришь? Хороший вопрос. Я смотрю на это так. Мы учимся самому и через других людей. То есть, вот ты сказал очень важное слово, показывает. Хороший учитель показывает. Я видел разных людей, которые учатся, и думаю, что в одной группе могут учиться у одного и того же учителя могут учиться там 20 людей или там 100, и там у одного могут быть очень такие глубокие изменения, а у других может быть ничего. Так что я думаю, что учитель, он очень важный, да, если учиться одному, то можно затеряться еще там в жизни, да, это если говорим учение как жизненная духовность или там внутренний мир, то мне кажется, что мы учимся и через учителя, и мы сами. То есть, вот как ты сказал, учитель показывает, но мы должны пережить это. То есть, если ты мне рассказываешь что-то, да, из своего опыта, из своего внутреннего индивидуального опыта, из своего мира, то это могут быть для меня просто слова. Если я не могу воспринимать чисто, кстати, вот тут я буду искажать все твое сказанное, если не фокусироваться, но не суть.
если я не попытаюсь осознанно пережить или понять, да, весь фокус сюда, вот что ты говоришь, и попытаться запустить внутри меня твой опыт, да, или как минимум то, что привело тебя к этому, то я думаю, что это будет для меня ничего. То есть через 2 дня это будет для меня просто слова, которые я могу как лол повторять, да. Мне кажется, что тут все скрывается в намерении. Почему ты вот пришел к этому человеку, учителю, ты пришел реально учиться, или ты хотел поболтать с кем-то, или там находиться в компании, или у тебя представление такое, что ходить по всем курсам это очень полезно. Я хотел вот просто, что ты все равно смотришь на какого-то другого человека, как он что-то делает, и сам вот, если ты хочешь этому навыку научиться, ты вот это пробуешь просто. Конечно. Если ты не пробуешь, тогда ты и не хочешь. 100%. Ну, тут между хотеть и намерением могут быть там другие барьеры, но я с тобой полностью согласен, что не знаю я какого-то никакой случай, если у человека очень сильное намерение, там в долгосрочной перспективе это может быть не достигнуто. Ну, Я по себе просто наблюдаю, я могу сказать, все, что у меня было в намерениях, я достигаю просто. Я-то знаю, что у меня внутри происходит, и я вижу, как мир меняется для меня, что если у другого не получается, мне просто кажется, что можно посмотреть на другого человека, на его жизнь, чем он занимается, как устроена его жизнь, и как сказать, вот какое намерение у него, там, как reverse engineering такой сделать, и такое. У меня весь акцент сейчас идет на то, что люди начали думать именно про намерение. Не про то, что почему у тебя что-то не получается, а почему вот ты не хочешь это по-настоящему, что вот является препятствием. Так подойти к этому вопросу. Скажу, что могут быть очень много людей. Я сейчас со стороны дьявола могу сказать, что есть много людей, которые заявляют, что они хотят, но нету, что у меня есть намерение, условно, я хочу, но нету. Как на это ответишь? Там надо поговорить, когда поговоришь с таким человеком, там сразу видно, что он скажет фразу «я хотел бы». Это означает, было бы неплохо, но делать я ничего не буду в эту сторону. И там, если вот как порасспрашивать его, он там довольно быстро сдастся и скажет, что я слишком ленивый, мне это на самом деле не надо. Так это происходит. Вот тут очень важно, что хотеть это сложная структура, потому что ты хочешь чего-то, а чего-то не хочешь. Вот я про внутренние конфликты. То есть, по сути, я хочу стать миллионером, но, условно, я не хочу работать больше. Тут смотри, тут есть еще одно слово, как желание такое, что это отличается от намерения. Ты знаешь намерение, ты знаешь, почему это важно для тебя, почему ты без этого не будет условного смысла жизни, если ты не достигнешь этого. А желание они приходят, меняются. Вот один день я хочу стать миллионером, другой день я хочу просто отдыхать или там по 4 часа в день работать. Если у тебя установка работать по 4 часа в день, в неделю, неважно, и называться бизнесменом, тогда ты можешь это делать. Просто результата не будет никакого. Другие же конкуренты твои так не делают, они работают по 80 часов. И поэтому ты не станешь, потому что у тебя намерение просто играть вот такую роль. Я хочу такое. Можно, не можно. Сейчас больше суть. Больше увести фокус на вот это желание и намерение. То, что, по сути, у 90% людей, у многих, которых, в том числе и меня самого, во главе меня, наблюдаю, в жизни, когда что-то не получается, вот когда я уперся в жизни в одну и ту же точку и там долго пробовал, потом вдруг там вышел на другой уровень, то часто это случается именно через так называемые решение внутренних конфликтов. Что я имею в виду под конфликты? То, что у тебя есть намерение, с намерением у тебя может быть достаточно все хорошо, но с другой стороны у тебя может быть куча убеждений, облако такие,
которые показывают, что вон там не будет реализоваться твое другое намерение. То есть у меня есть намерение, условно, стать богатым, да, и есть намерение там жить в комфорте. В комфорте имею в виду, например, комфорт для меня это когда 20 часов в день Смотри. я лежу, условно. Смотри, Марат, тут просто тут получается такая вещь, что вот это я хочу много денег, да, или там жить в комфорте, это как будто я хочу, чтобы у меня были там 10 пальцев у каждой руке. А зачем тебе это? Там, ну вот так. Вот это такая не конкретика, и ты же осознанно, неосознанно, подсознательно, ты же видишь, что в социуме никто счастлив от этого не стал, от этих больших денег. Эти вот намерения, она должна как-то соответствовать какими-то критериями, которые ты сам, ну, и понимаешь, и знаешь, что это, и что это даст тебе. Просто больше денег, вот стать миллионером. Ну, купил какой-то небольшой домик в Швейцарии, да, а больше денег, чтобы содержать его, нету. Ну, стал ты миллионером, а что это дало тебе? Окей, ну, в моем примере, я думаю, это не очень важно. А какое у тебя намерение, скажи? Это может быть познание себя, или это может быть вообще познание. Вот. Познание ради того, чтобы... ради чего-то большего, очень большего, имею в виду. Но в духовном плане, в словах я оформить я не могу. Может, Но вот у меня есть жажда, к познанию, себя, открытию, вот ко всему этому. Но оформить словами, сказать вот мое намерение я не могу. Но, вот. Смотри, как это у меня было. Какие-то 7-8 лет назад я помню, где я находился, когда я взял это намерение. Я знал, я помню, где я ехал, когда взял намерение познать сам себя, как устроена психика. Вот эта фраза у меня звучала в голове. Я там сделал, до этого я сделал это, познал там все машины, аппараты эти. И сейчас вот я возьму намерение познать себя, чтобы лучше, более качественно идти в этот мир. Потому что, надо, если ты сам себя не познал, тогда как ты можешь собой условно пользоваться. И потом через еще какой-то небольшой момент я тоже взял намерение познать мир, познать, кто я, как я действую, и познать, где я нахожусь, какие тут возможности. И я вот этот путь я прошел очень длинный уже. Я себя познал очень глубоко, и мир тоже. Поэтому и есть этот подкаст про это. Я сейчас новый формат нашел для себя, где я буду делиться с этим. И вот это, может, это звучит как-то клише, да, что прожить эту жизнь как самую такую интересную, качественную, такую, как самую лучшую жизнь прожить. Но это было как искреннее такое намерение, чтобы прожить жизнь максимально качественно, самую лучшую версию. И для этого надо познать себя и надо познать мир. И я могу тебе сказать, что мое подсознательное, не знаю что, вот это, моя какая-то воля шла туда. И я удивляюсь, сколько я собрал на этом пути, и насколько я, в принципе, смело шел в этот путь. Там и открыто. Я понял один момент, что честность, искренность является как твоим зрением, которое ты направляешь внутри. Если ты не искренний, не честный, тогда ты слеп просто, что происходит. И когда ты идешь искренне, тогда мир тебе говорит, где ты ошибаешься. И они, вот смотри, они же тогда реагируют на тебя, а не на этого телевизора, на этот спектакль. И это вот настоящие. Они, конечно, протестовали много, как бы им не нравилось.
круг, да, близкий. Там все, ну ты же когда искренне говоришь и идешь, ты много глупостей, ты же думаешь много глупостей изначально, тебе надо корректировать там. Грубо, там, габариты, грубо направо, налево, Там, задержка. знаешь, по-разному. У меня был свой подход, который не очень срабатывал. И, ну, я взял это намерение познать себя, чтобы раскрыть возможности. Пока шел этот путь, вот недавно, вот когда произошли эти большие изменения для меня, я понял вот этот весь вопрос про смысл жизни, да. Я подошел к этому по-другому, просто какие у человека возможности. И я открыл, я увидел, что они не ограничены просто. Тебе надо себе познавать, чтобы через тебя в этот мир вошло то, что было задумано кем-то высшим, не знаю, как там назвать это, неважно. Ну, чтобы тебе, чтоб ты мог через себя пропустить, запустить в этот мир что-то ценное. И что если больше людей тоже будет этим заниматься, тогда этот мир будет гораздо насыщенный, чем-то более вкусный, сочный, такой, в твоих словах. И я про это. Вот в этом есть ценность. Когда ты познал себе, ты можешь, как и других, тоже там проводить через этот путь. И может это, ну, подумаешь, может это подойдет тебе, вот цель, ты просто получаешь очень много. Ну, мне очень нравится, и пока ты поделился, во-первых, это достаточно сильный путь, то, что ты рассказываешь, там, ты долго там занимался разными делами, бизнесом, потом все это, и то 8 лет, это вообще не такой маленький период. Ну, я ходил по своему лабиринту. Я сам ходил, собирал свои мудрости и ошибался много. Это было, ну, это долго. Мне почему-то кажется, что если такой же, как я сегодня, был бы с себя рядом в этом пути, это заняло бы мне полгода, не больше. Ну, я-то себе могу доверять полностью, если так посмотреть, то это надо еще учесть. Но так, если сопровождать, это, мне кажется, это не такой и длинный путь на самом деле. Ну, длинный, не длинный, я думаю, какое-то время точно занимать будет. Может быть, намного маленький, может быть, намного. Оптимизацию можно делать везде, но есть цитата у Уоррена Баффета, то, что вот мне нравится к месту, ты не сможешь делать там, ты не сможешь делать ребенка, там, получить ребенка за 1 месяц, даже если заставишь забеременеть 9 женщин. Ну, это его метафора, его убеждение. Может, это... Думаю, ну, метафора, она метафора. Думаю, в этом месте часто оно подходит. Вот по поводу намерения, да, часто вот то, что ты сказал, иногда вот это ощущение, то, что жизнь, она сладкая, она сама по себе, она яркая, сладкая, да, вот, это одно из моих индикаторов того, что это мое, оно мое. Может быть, даже намерение можем назвать. То, что вот прожить эту жизнь, свою лучшую версию, да, условно, в кавычках. Ну, это мое. Это твое. Вот немного помодифицировав, modify, для меня это может звучать, кстати, похоже. То, что для меня обидно. Для меня жизнь, она очень короткая. Я не знаю, что будет дальше. Я не знаю, что было до этого. Я не помню, по крайней мере, тут этого нету. И то, что я вижу, осознаю, я часто переживаю такой предсмертный, околосмертный, можем сказать, опыт, представляя, что я уже ухожу. Мне становится очень прям бурно, чтобы вот прожить каждую минуту, как, чтобы она была сладкая, она яркая такая и живая. Поэтому я не люблю себя, как сказал Высоцкий, но потом добавлю мое. Я не люблю, когда я мертвый. Я не люблю, когда я ощущаю, что вот в какой-то период жизни я становлюсь мертвым. Это для меня неприемлемо.
И я делаю все, чтобы я был живым, такой живой, такой живущий. Ну, что тебе помогает, вот если ты умираешь, да, там становишься мертвым, что тебе помогает оживиться опять? Вот? ну, как минимум, мое ощущение вот этой краткости жизни, мое ощущение краткости жизни, чувство, что жизнь, она очень короткая. Но я набрал это тоже через свой опыт. То есть вот, если это просто рассказать кому-то, то это не прям легко. Но для меня одно из очень сильных мотивов – это осознавание, что жизнь может закончиться в любой момент, и оно, по сути, так и есть. А люди вокруг тебя помогают, вот если ты можешь посмотреть, что кто-то вдохновляет тебя, другие люди, если ты видишь, что кто-то там поднимается, он там не боится, идет вперед, там, не дает пустые обещания. Подражательство никто не отобрал, конечно, но, естественно, когда лично я, когда вижу кто-то там, ну, можем сказать, поднимается, да, если по то, что есть высоко-низко, то, конечно, это мотивирует, как минимум. Иногда может прям драйвить, там, пинком даже. То есть, когда ты лежишь много, да, вот это может и пинком служить. Да, конечно. Могут и мешать, могут и наоборот. Ты хочешь там жить немного другую жизнь, да, и если не опереться на себя, наоборот, они могут там внедрить в тебя какие-то ложные такие, не ложные, ложные для тебя стратегии или пути, и ты можешь тоже захотеть, я тоже поднимусь туда. А тебе наоборот, может, вот прям надо сейчас немного полежать тут. Ну, ты можешь отследить, как ты ведешься на это тогда? Да, можешь отследить, и это будет твой опыт. Да, это будет твой опыт и проработка твоя. Да, конечно. Вот по мне инструмент, самый важный инструмент, это будет сейчас клише, но это наблюдение, осознавание, вот что идет. Осознавание, вот что было, что происходит, и вот к чему это приводит. По сути, это и есть духовный рост. Да? Ты делаешь что-то, вот ты мне говоришь, нет, Марат, не делай этого. Я делаю, у меня получается, мне кайфово. Для тебя это может быть непонятно. Я радуюсь, иду дальше. Хочу делать следующее. Ты говоришь, нет, Марат, не делай. Я делаю там, и мне хреново в этот раз. И что я делаю? Вот если бы я слушал тебя просто, делал или не делал, я бы не знал, как там. Но я слушал себя. Я слушал себя, пошел. Тут было хорошо, тут очень плохо. И я, если это осознаю, да, мое подсознание и я вместе, вот все мое я, вот все, что есть, да, учусь. И я проживаю этот телесный опыт, и в следующий раз, когда ты скажешь, хорошо это или плохо, у меня уже будет своя оценка по своему прожитому по телу опыту, потому что когда я проживаю все эти эмоции, чувства, да, у меня сохраняются. А если я буду просто послушать тебя и не делать это, и по мне это и есть развитие, во многом развитие человека, когда ты именно пробуешь, осознаешь, к чему это приводит. Вот есть желание, находишь, делаешь, реализуешь и осознаешь, к чему это приводит, что происходит в целом. Ну, новое всегда же находится где-то в новом месте, правильно? Новое находится. Если ты еще где-то не пошел, может, стоит туда пойти посмотреть. Конечно, с осторожностью, везде не надо ходить. Но, в принципе, если внимание куда-то идет, тогда туда надо пойти. Почему? Чтобы кто-то отговорил тебя от этого.